Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики нашего канала. Меня зовут Виолетта Озеркан. Вы на канале Витымлак. И сегодня мы вот такой честной компанией решили съездить в город Тарсус. С нами будет наша клиентка любимая. Уже не просто клиентка, а уже родной человек из Казахстана. И папа с нами поедет. И мы будем вам показывать все лучшие места Тарсуса. Погнали! Итак, мы приехали на строительную площадку жилого комплекса «Центр» в городе Тарсус. Этот жилой комплекс строит компания Илькем Япы, и это будет концепция «Город в городе». То есть это будет огромный жилой комплекс, который расположился на площади 30 тысяч квадратных метров. И продавали мы квартиры именно в блоках Париж и Токио. Вот именно они были открыты в продаже, и там наши клиенты приобрели квартиры. Здесь есть квартиры 1+1, 2+1, и вот эти два блока, Токио и Париж, или А и Б, назовем их так, да, они сдаются в конце 2025 года, вот уже совсем скоро. На территории комплекса будет очень насыщенная инфраструктура, 20 тысяч квадратных метров выделено под социальную зону, то есть здесь будут парки, прогулочные дорожки, беседки, конечно же, бассейн с аквапарком и так далее. Вот эта вот часть, вот эта вот нижняя часть, это все коммерческие помещения, и здесь будут открыты магазины, какой-то бизнес, да, какие-то кафе, может быть, парикмахерские и так далее. То есть внутри комплекса будет очень развитая инфраструктура. Самое главное достоинство этого комплекса – это его расположение. Единственный жилой комплекс, который так близко находится по соседству с торговым центром. Вот здесь вот буквально в 20 метрах находится торговый центр Тарсу. И это, конечно, в разы повышает ликвидность квартир в этом жилом комплексе. Расположение играет важную роль, когда мы говорим о составляющих ликвидности жилого комплекса и какой-то конкретной, да, квартиры. Несмотря на то, что этот комплекс находится в городе Тарсус, а Тарсус у нас не считается приморским городом, тем не менее в 10 километрах есть пляж, и это пляж муниципальный. Там будут и зонтики, и шезлонги, все условия для пляжного отдыха. Сам город Тарсус славится своей древней историей, кто здесь только не жил. И мы всегда приезжаем, конечно же, с удовольствием гуляем по османским улицам Тарсуса, посещаем церковь и дом Святого Павла, посещаем какие-то аутентичные кафешки, с удовольствием наслаждаемся историей и вкусной едой в Тарсусе. Заканчиваем мы, как всегда, по традиции в нашей любимой кафешке, в которой мы сегодня тоже посетим. Мы сейчас с нашей любимой клиенткой, я говорю, уже это не просто клиенты некоторые становятся, а уже родными людьми. Да, тем более из Казахстана. Казахстан-то моя родина. Алмагуль. Вот мы сейчас приехали в церковь Святого Павла, и вот Алмагуль сказала, что она хочет слово сказать. Добрый день, дорогие подписчики канала Витымлак. Я приехала из Казахстана. Привет из Казахстана. Хочу сказать, что мы с Витой уже знакомы больше 5 лет. Да? Больше 5 лет, да, больше 5 лет. Да. С ковидных времен мы с вами знакомы. Ну, в 2020 году, да. И, пользуясь эфиром, я хочу еще раз поблагодарить Виту и ее команду за помощь, которую они оказали нам при приобретении замечательной, красивой квартиры в замечательном Сите. Спасибо большое. Вам спасибо большое вам. На самом деле, вот клиентов очень много классных. Да. Но вот с некоторыми клиентами как-то вот становишься и вот в радость прям общаешься и общаешься много-много-много лет. Вот вы одна из таких клиентов. Спасибо, вот, спасибо, да. спасибо, вот. Вита. Правда, я действительно искренне благодарна, и я очень благодарю свою интуицию, кстати, потому что при выборе
компании при покупке жилья я интуитивно выбрала именно Причем Виту. вы покупали в очень такие тревожные времена, Да. когда был ковид, когда Ковид, были да. проблемы с переводами, Да, что-то да, сложно да. как-то было. Такие Я помню, сложности, что... куча было да, прям сложностей. вот, да. были какие-то И такие... действительно, Вита очень грамотно, профессионально обошла, как говорится, решила все вопросы того вот тяжелого времени. И я просто вот рекомендую от всей души, Спасибо большое. рекомендую Виту, ее команду, ее компанию Vita Imlag как надежного друга и партнера. Спасибо Именно, большое. да, потому что это будет все на высоком профессиональном уровне. И еще хочу замечательное редкое качество нашего времени – это порядочность. Виты, правда. Знаете, я уже немало лет живу в этом мире, так скажем, но такие люди, как Вита, встречаются редко. Спасибо. Вот. Тут рядом стоишь, как ты начинаешь заливаться Нет, краской. нет, все это действительно это так, Да, правда. спасибо, Алмагуль, Вот, мне без очень всяких, приятно. как говорится. На самом деле, вы знаете, очень мало людей, которые хотят выразить благодарность. Да. Хотя в наше время это имеет значение. Вот мне одна клиентка сказала, Имеет. Вита, вы знаете, я вас не сразу выбрала, потому что про вас очень мало отзывов. Вот. Я говорю, вы знаете, никто не хочет. Вот как бы на камеру, может быть. Вот мало кто найдется такая, как вы. Спасибо вам большое. Спасибо Алмагуль. вам, потому что мы очень довольны тем, что приобрели квартиру здесь, и прям вот приезжаем, отдыхаем. И вот лично я для своего собственного здоровья приезжаю. У нас зарядка Камера. разрядилась, и прервался разговор. И мы зашли вот сейчас в церковь, и здесь так прохладненько, да? Очень. Церковь И Святого атмосфера Павла. такая, знаете, умиротворяющая, да? Да, да, Вот да. прям сразу хочется и голос потише, эмоции Да. помягче, как говорится. Такое Вот. намоленное место. Я хотела сказать, что в Виты еще есть такая, как особенность этой компании еще, что они предлагают своим клиентам вот такие посещение вот таких замечательных древних мест. Этой церкви 8 веков. С Да, 8 775 лет этой века. церкви, да. 775 лет. Когда у нас есть возможность, мы Да. берем наших клиентов, мы из клиентов из Германии там собирали всех вместе, там, ну, неважно откуда, и вот иногда возим, да. Но иногда бывает такой цейтнот у нас Да, по работе, ну, что цейтнот, ну, не конечно, всегда да. успеваем, да. Да, да, да. А так стараемся куда-то вывозить своих любимых клиентов, конечно, радовать, ну и самим отвлекаться. Да. Да. Ну как это действительно настолько есть такие древние места, и как не посетить, как В говорится. случае с вами это я наоборот навязалась. Вы-то собираетесь на экскурсию, а я сказала, Алмагуль, поехали, я вас отвезу. Я что-то так Спасибо захотелось съездить, большое, да, отвлечься от спасибо, работы. Вита, большое. Съездить, Спасибо. да. Так что, друзья, добро пожаловать на канал Вита Imlag. Спасибо большое. Приезжайте в Мюнхен, покупайте, не пожалеете. Замечательный город. Спасибо. Такая Всего доброго, удачи всем. не нативная реклама. Итак, мы нашли кафе Матча. Это кафе у нас есть уже в другом нашем видеоролике. Это античная кафешка. Ее основал хозяин, потомок вот самого владельца этого, не знаю, как это назвать, этого дома, да, поместья. Вот. И ему перешло в наследство, и он открыл здесь кафе. Здесь очень много из таких вот сохранилось антикварных вещей. Сейчас зайдем, попьем там кофе и идем дальше. В общем, история о том, какие злые шутки иногда играет с нами наш мозг. Я про свой мозг сейчас говорю. Мы на самом деле искали вот это кафе. Приятное кафе, это античное кафе, тут своя история. И мы, видимо, шли по дороге, и там по дороге я встретила другое кафе с названием Матча. И, в общем, я всем говорю, как же называется это кафе, нам нужно туда пойти. В итоге я вспоминаю это название, Матча кафе, мы приходим туда и ничего не узнаем. Алмагуль говорит, неужели оно так, За 2 года? за 2 года так быстро разрушилось? Там просто... Специально надо Причем сидеть, кафе стало соответствовать своему названию, там столько котов и воняет этой мочой. Самое интересное. Все-таки как корабль назовешь, так он и поплывет. В общем, мы сейчас идем в нормальное, классное кафе античное, да. Называется оно на самом деле как?
Святой Павел называется, это кафе. Имейте в виду, в матча кафе не ходите. А может быть, я на видео тоже еще и приглашала их туда. Не ходите в матча кафе, да, ходите вот в это кафе, там вообще опасно для жизни даже ходить, там аварийное состояние, да. Мы рискнули и поднялись. Да, кстати, этот дом охраняется ЮНЕСКО. ЮНЕСКО Эви. Вообще мне Тарсус напоминает Хатай почему-то. Вот такие маленькие дома, есть полуразрушенные. Да, и там что ни дом, то это у ЮНЕСКО охраняется в Хатае. Вот. А здесь тоже такие, значит, есть. И выискивали там поэта этого, который там не существует. Алмагуль, вот он пришел хозяин, и он рассказывает, что здесь 200 лет этому дому. Siz 8 yıl burası sahipsin. Kuşak. Kuşak поколения. Он в 8-м поколении, да. 14 dilde çevirisi yapılmış bir şair bu. Ulusal şair. Yani Rusça, İngilizce, Fransızca, Almanca, Lehçe, Farsça. 14. 14 dilde. Arapça, Bulgarca, Yunanca, birçok dillerde, 14 dilde çevirisi yapılmış ve şu an İngiltere'de de bazı edebiyat literatürüne girmiş bir kişi. В общем, это очень известный поэт какой-то, который был переведен на 14 языков. Какой-то известный турецкий музыкант, я поняла. Культурная группа какая-то, Aziz да. Nesin, Turkish writer, Литературный деятель какой-то, да. Turkish theater, tiyatro, Театральный деятель. ve sinemacı Müjdat Gezen, И еще и режиссер какой-то он, да. Zeki Alasya, önemli bu. Ümit Yaşar Oğuzcan, Вот Умит Яшар это поэт. Kandemir Konduk, hem sinema hem tiyatro hem yönetmen, Turkish yönetmen. Драматург, кинорежиссер, да. Cem Karaca, Anatolian Rock, Cem Karaca. Bilirsiniz belki Cem Karaca'yı biliyor musunuz? Бем Караджа. Cem Karaca, Savaş Dinçer. Ты знаешь, кто такой Джем Караджа? Военный. Theater and Cinema and... В общем, это очень известные культурные деятели Турции, да. Да, можно купить книгу и он за него, да, дать автограф. Мы сейчас так разговорились с Алмагулей. Вот вообще у казахов есть, делятся на роды, на жузы, да? На роды, Жузы. да. Вот вы расскажите, вы из какого из рода? среднего жуза, я из среднего жуза, из рода Найман. Это один из самых крупных родов казахов, среди казахов. У нас это Арыны и вот Найманы. Найманы, самые вот, крупные. Да, они Вот. чем вот прославились? Они Тем, что... прославились тем, что, во-первых, они были самым воинствующим, не то что воинствующим, самым крепким войском у Чингисхана. И вообще было отдельное найманское государство раньше, до казахов. Да? До того, как Было этнос отдельное. сформировался, казахи как нация сформировалась, до этого было найманское государство отдельно. Было вот, то есть у нас как бы свое государство было.
Да, Вот. интересно. Ну вот, да, такая история. Вот. Но Да. это вот, Папа у нас Берш, папа у нас тоже казах. Из Да. рода Берш. Это западный Казахстан, да? да, это Они в знаменитый основном род. Знаменитые? Да. Тоже воины были или кто? Знаменитый тем, что Папа Султан Бейбарс, Не особо многословный, да. да, Султан Бейбарс, который правил Египтом в эпоху мамлюков, он как раз-таки и был султаном Египта, надо и же. он из рода Берш. Вот эти вот такие печеньки внутри, А, это сейчас я. арабское Рассказывайте, лакомство, Вита. печеньки, да, они на сливочном масле и обычно используют не муку, а именно манку. И внутри, например, бывает либо хурма, а вот нам принесли это из грецких орехов. Начинка. И обычно она без сахара используется, там либо мед, если с вот грецкими аппетитный. орехами, а если хурма, просто это засушенная хурма, финики перемолотые. В общем, мы когда приезжаем в Тарсус, всегда посещаем Какой это? Керван хумус называется. Там очень вкусный хумус, знаменитый, известный во всей Турции. А вот там вот они находятся, вот здесь вывеска их, а вот они вот там, да. Да, там очень вкусные лахмаджуны маленькие, фындык лахмаджун они называют, маленькие. И хумус. Хумус разный, там их много видов, этих хумусов. По-моему, я здесь была тоже, кажется. Может быть. Мы Илью Варламова сюда привозили, известного блогера. Да, я смотрела. Да? Ну да. Да, да, он. Вот, сейчас будем есть хумус. Проходите мимо нее. Кафешка. Тут у меня чуть-чуть перекосился экран. Здесь на второй этаж, по-моему, да? Можно на второй, можно здесь, да. Здесь такое место маленькое, не лакшери, но очень вкусные хумусы. А вот это вот знаменитые тарсусские лахмаджуны, фындык лахмаджун называется. Они на вкус похожи, напоминают мне беляши. Хумус мы уже съели, очень вкусный был, и мы голодные. Вот такая вот, сейчас будем вкушать. Я надеюсь, вам понравилась наша прогулка по Тарсусу. Мне лично очень нравится этот город, он меня очаровывает, он имеет свою богатую историю. И в этом городе можно одновременно прикоснуться к османской эпохе, погулять по улицам, где еще остались османские дома, потрогать эти двери с такими ручками аутентичными, да, такими интерьерами, насладиться. Вот мы были с вами в кафе, где сохранился вот этот османский интерьер. Также можно прикоснуться к византийской эпохе, к античной эпохе. Там есть раскопки древнего города, там есть церковь святого Павла, там есть его дом. В общем, я когда приезжаю в Тарсус, я напитываюсь такой вот, знаете, я не знаю, как это назвать, вот напитываюсь такой вот энергией, истории, культурная программа какая-то там всегда у нас есть. Меня очаровывает этот город, и я всегда хочу поделиться с этими впечатлениями. Если есть возможность, всегда беру наших любимых клиентов. В этот раз с нами была Алмагуль, наша замечательная. Вот, спасибо ей за такой вот комментарий, за рекламу. Тоже очень-очень-очень приятно. Она давно хотела вот поделиться своими впечатлениями. Жилой комплекс Илкем-Япы-центр имеет очень выгодное расположение. Он находится буквально в 20 метрах от торгового центра Тарсу. И это, конечно, всегда будет влиять на ликвидность. Все мы знаем, что когда строится какой-то объект рядом с крупным торговым центром, это всегда влияет на ликвидность. Всегда удобно жить, когда находится в пешей доступности от вас большой торговый центр, обустроенный вокруг также инфраструктурой. И квартиры в этом комплексе всегда будут иметь спрос для аренды, да и для постоянного проживания тоже. И у застройщика еще остались квартиры, причем по очень выгодным ценам. И если вас заинтересовало это предложение, обязательно свяжитесь с нами, и мы с удовольствием поделимся информацией, скинем вам все рендеры, оставшиеся квартиры, какие у нас есть в наличии сейчас. Вот. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, ставьте нам лайки
не жадничайте, пишите комментарии. А я желаю вам всего самого наилучшего. С любовью из Мерсина. Пока-пока.